недавно оставшийся без брони, не знаю, есть ли новое, откровениями начал поражать, ну, в общем, не знаю, наверное, сейчас работает на офис президента без брони. Вообще-то особый, представляете, не иметь брони и продолжать работать на офис президента. Речь идет о Петрове, сотруднике кладбища, которого там еще и преследуют уголовно. Тут же смотрите, какая схема. Все спрашивают, почему там не в армии, почему? Ну, открыли же уголовное преследование, да, против директора кладбища, он же там фигурирует в деле. А тех, кого судят, ну, пока не осудят, нельзя забирать. Вот он, может, там судимость у него будет, и, в принципе, он от судимости отпетляет, но стал очень резко против ТЦК, представляете? ТЦК з вулиць України повинно зникнути. Люди в військовій формі з бусами і з усім іншим. Це єдине вирішення проблем. Вони повинні залишатись в своїй діяльності в рамках територіальних центрів. Право застосовувати силу у Міністерстві внутрішніх справ. Поліція повинна займатися цим питанням від початку до кінця. Вот. Представляете, как изменился как бы угол зрения? Никаких ТЦКшников, только внутри зданий, только там. А что внутри зданий? Вот, например, случай в Полтаве. Просто засунули в машину человека с документами. Я что творишь? Ребята, что ты творишь? Я все снимаю. Ты як на жінку, блядь, поднимаешь руки свою. Говоришь, человек с документами, ты, блин. Я тебе дам зараз документы. Человек с документами, блядь, девушку бьют, сволочи вы. Вы украли зараз человека, это будет все в ТикТоке, а я блогер, поняли? Ля, на людей наезжают, прям на людей наезжают, твари. Это ТЦКшники вонючие прям на людей наезжают. Машинами на людей наезжают. Сволочи вы! Горить в аду! Сволочи, горите в аду. Ну, нормально, как бы, посыл, так сказать, к ТЦКшникам. Так это Полтава. И вот интересно, что там очень тоже часто его показывают, вот этого, ну, в Полтаве ТЦКшника, комментария, там, пресс-офицер ТЦК или как там, сотрудник ТЦК. И он говорит, ему задают вопрос, а почему вы не пускаете в ТЦК адвокатов? Ну вот смотрите, человека забрали с документами вот здесь. У него, говорит, у меня документы. Они все равно его скрутили, сейчас поедем проверять твои документы. И отправили. Ответил спикер, ну вот Истомин такой есть ТЦКшник, говорит, слушайте, ну, адвокаты, они вообще нужны в суде. А что им делать внутри ТЦК? Ответ настолько поразил своей тупостью солдатской, такой, ну, прям прямолинейностью, откровенным идиотизмом, что как так послушаешь, ну да, действительно, зачем человеку внутри ТЦК адвокат? На суд пусть приезжает. Божий суд пусть приезжает, когда этого человека уже не будет, у него порвут его документы, которые у него есть, напишут новые, отправят вот к такому товарищу в учебке, ну и все будет нормально. Ну, вот так вот. Вот такая история. Причем интересно, что только что там в Полтаве наезжает на людей, ну, это все вполне себе, Тернополь, вообще женщины ногу переехали. Я сняла на видео это все. Да, это они. Сняла, понял? Это они с буса. Я все на видео сняла, кричит женщина. Ну а что там на видео ты сняла? Показали видео, давайте обсудим в комментариях. Толку? Толку? Кто-то серьезно пострадал? Ну там подумаешь, там легкие телесные. Ну что, ну женщина. Женщины вот эти берут, так сказать, вступаются. Неразумные женщины, надо же страну защищать. Вот, например, ТЦКшники в Одессе перепутали деда, думали, что он младше своих лет. Перепутали, посмотрели в паспорт, да, 60 есть, но они все равно на всякий случай решили его, ну, газом задуть. Ну, зачем? Ну, чтобы привыкал. Ну, еще пшикнули. Там мужик не выдержал, начал сигналить. То есть проверили документы, глянули и так ему в лицо прыснули, и все. Ну, чтоб он, так сказать, место свое знал. Место свое знай.
бронь, документы. Кому это надо? Вот, пожалуйста, журналисты Союза православных журналистов публикуют материал. Более 40% забронированных священников Украины – это протестанты. Сообщили в службе, что среди почти 6 тысяч священнослужителей, получивших бронь, большинство протестанты. В Украине на конец января официальное освобождение от мобилизации получили 5937 клириков разных конфессий и религиозных организаций, за исключением, понятное дело, УПЦ. Из них более 40% протестанты, такие данные публикует сайт NGL Media со ссылкой на ответ самой службы по этнополитике по состоянию. Вот такое число священников, в том числе 4412 священнослужителей, являющихся руководителями религиозных организаций, то есть начальники, 1500 священнослужителей, которые просто работают в религиозных организациях на условиях трудового договора. Ну и более 40% протестанты, представители других конфессий меньшая доля. Ну вот, например, православных, за исключением УПЦ, 28%, греко-католиков 22%, 40% протестантов. Это никак не бьется с количеством верующих. Никак не бьется. Это бьется с предпочтениями и политической конъюнктурой, чтобы понравиться там, за бугром. Вот и все. Вот и все. Православная страна? Нет. Протестантская страна Украина. Судя по этому распределению брони. Но об отношении, я не знаю, как будут отмаливать грехи эти ТЦКшники, потому что, или как, не знаю, сколько нужно выпить тонн святой воды каждому, чтобы смыть, пропустить через, отмолить, не знаю, столько негатива, столько ненависти. Житомирская область. Я зараз не надо. Я мені нікого не протокол складаємо, нікого не трогайте. Нікого не трогайте. Нікого не трогайте. Нікого не трогайте. Ось так от таке робиться. Глибочиться. Отаке зараз робиться. То есть мужик ему говорит, дай я позвоню, тоже там документы, ну подожди. Що всі в сторону. Отак от спілкуються. Отак от спілкуються. Товкають. Всім все рівно. Я ще раз кажу, це не правомірний. Де протокол ваш? Де санкції? Де статут? Нам його перше треба достати, а потім не спати. Я знаю ваш. То есть где протокол ваш, где там санкции? Да нам надо его сначала доставить, а потом все будет, и протокол, и санкции. Доставити. Значить, складайте. Бігом складайте. Но интересно, что было дальше. Он там пытается кому-то звонить, они что-то слышат, он там чего-то кому-то объясняет, видимо, просит какой-то помощи, они понимают, что это плохо, что еще помощь, когда придет, начинают его дальше забирать, телефон, и, собственно, сажают его в бус. Такі в нас ребята. А ви можете робити чи ні? Отак от. Грибуть. Що питань? Я ж показав. Ви здорові, блядь, ви не хочете туди? Ви хто? Знаю. Ви не тикайте. Мене чоловік пішов, забрали, що інвалід? Совєтського Вадима знаєш? Совєтського Вадима. Знаєш, спитаєш, разом з ним був. Хорошо, спитаю. Спитай. То есть вот он рассказывает, так сказать, этот молодой юноша рассказывает, как он там был, и говорит, некий Савицкий Вадим, ну это же село, там все друг друга знают, Глубочица, Житомирская область. Вот у него спроси, знаешь его? Вот у него спроси, я там был. Не знаю, не знаю. Грибаш, а то я должен служити, а вони бухати ходити. Бухати вони всі бухають. А знаєте, Почему я должен служить, а не бухать? То есть это служба такая, людоловская. Вообще, конечно, по этой логике очень многие вещи открываются. А что я должен служить, а он ходить? Все должны служить, бухать. А что я должен вот это вот там руку на сердце держать, когда гимн звучит? Все должны так делать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вообще доходит до того, что, а что это я же служил, я же там был, спроси вон у того-то.
Говорит, так а что ты такой здесь, что ты не дослуживаешь? Ну, наверное, ж ранение, наверное, ж там по здоровью, наверное, как-то так ведь, да? Но все же прошли через фронт, ТЦКшники. И этим, кто прошел через фронт, смотрите, гражданских больше. Вот опять-таки никто не может осознать, больше. Но они подчинены вот этим ТЦКшникам, вот этим людоловам. И более того, сейчас вбрасывается другой нарратив. Другой, более интересный. Сначала говорит, а что это ты тут ходишь, бухаешь, а я хожу, служу. А дальше, а почему у тебя квартира есть, а у меня нет? Я вообще воевал за эту страну. Якщо ми просто проведемо аудит порожніх квартир і СТО, яких можна просто взяти і зробити це ЗСУшними, так що платити СТО за те, що вони ремонтують машини ЗСУ безкоштовно, це вже забере у військових дуже великі витрати на ремонт машин. І так Поняли логику мысли? Смотрите, мы сейчас возьмем квартиры пустующие. Ну, люди уехали или там умерли, мало ли что. Сейчас же семьи разорваны, связи очень тяжело поддерживаются. Особенно чем ближе к фронту эта история. Мы посмотрим квартиры. Ага. То есть перепишем их, заберем, поселим туда ВСУшников. Если есть какие-то СТО, о чем мы должны платить деньги СТОшнику? Если можем забрать это СТО, все логично, все для страны, все на оборону. зробити в кожному регіоні, щоб керівники ОВА провели аудит, зрозуміли, скільки у них є порожніх хат, будинків і так далі, тому подібне, де можуть безкоштовно проживати військові. Щоб вони не платили за, в прямому сенсі слова, дуже поганий підвал $1000, як це в Краматорську було свій час місяць. $1000 за очень плохой подвал прям платили в Краматорску солдаты. Серьезно, прям платили 1000. Вот было плохо, сейчас вот не надо так, чтобы было. Вы что, солдат со своей еще зарплаты, защитник, воин? А ну перепишите все, кто брошенное жилье, давайте это быстренько солдатам, пускай они там живут. Мы доходим до вот этого. И у людей от безнаказанности и вседозволенности срывает крышу. Но есть те, люди, которые, собственно, отвечают на это. Футболист футбольного клуба «Колос» сегодня прославился, просто на весь мир. Покажи, что ты его ловишь? Вот так вот. Я говорю. Конфликт разошелся. Это видео сам футболист «Колоса» выложил у себя в соцсети, в Инстаграме. Это Данил Колесник. Значит, такой 1,90 м ростом. Да, он 2001 года рождения, на секундочку. Да, вот его карточка в этом футбольном клубе. Позже было опубликовано полное видео. Да, полное видео. Значит, пикантности ситуации добавляет, скажем так, номер на машине. Номер на машине полицейских. Это вот как, знаете, как под заказ. Как под заказ делалось. Для всех, кто понимает, он поймет, что это за номер. Так сложилось. Это, наверное, совпадение или случайность. И попались особо борзые, так сказать, товарищи, которые пытались упаковать мужчину, у которого 3 детей. Собственно, за что этот ТЦКшник и получил. Да? Он кричит, это он сам снимает, и кричит полицейскому на него: ты мусор, да? Не ставлю со звуком, потому что много там скабрезной лексики. И тут, в общем-то, не стал конфликтовать. Вот сам этот момент, да. И дальше он кричит, что у него 3 детей. А у тебя сколько, да? И там дальше, собственно, женщина снимает этот бус. Человек вступился. Вот это его страница, конкретно это он, это не какая-то, скажем так, шляпа, подстава, это просто... позже он удалил, понятное дело, это полное видео. И тут понеслась. Реакции по всем фронтам. Официальное заявление футбольного клуба «Колос». Футбольный клуб и лично президент Андрей Засуха
приносят извинения перед украинским обществом и, конечно же, отдельно, в частности, нашими военными из-за инцидента игрока команды «Колос-2» Данила Колесника и сотрудника ТЦК. На данный момент футболиста отстранили от участия в тренировочном процессе, и сегодня он будет уволен из команды «Колос-2». ФК «Колос» принципиально осуждает любые проявления насильства и противоправной деятельности, независимо против кого она направлена, а уж тем более против украинских военных. ТЦКшники тоже ответили и говорят, мол, 24-летний нападающий Ковалевского «Колоса» Колесник напал на военнослужащего ТЦК. Футболист решил, что потому что он еще не достиг призывного возраста, то ему можно все, и даже бить военных ТЦК, которые важные задания, между прочим, по комплектации войска выполняют, чтобы наши подразделения, которые боронят Украину, не чувствовали дефицита личного состава. Более того, Колесник начал хвалиться фактом избиения на своей страничке в Инстаграм, и где он тоже хвастается своей жизнью, как ему, мол, хорошо. По своим антропометрическим данным, нападающий второй команде «Колоса», к первой он не пробился, это пишет так с издевкой ТЦК про футболиста, полностью подходит для десантно-штурмовых войск. То есть, понял ты, футболист нападающий, в основную команду «Колос» не подходишь, а в десантуру подойдешь. Но почему бы парню не пойти на контракт, не ожидая мобилизации, и когда настанет возраст, чтобы выплеснуть свою лють, да, свою агрессию, свою злобу в борьбе с врагом? Это видео Колесник удалил, закрыл свою страницу, но цифровую эпоху тяжело что-то спрятать, особенно такие позорные вещи. Пока такие спортсмены, как Владислав Гераскевич, берут и говорят всю правду про войну, преступления России, другие спортсмены дома прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе драки. Они этим потурают врагу, да, то есть подыгрывают врагу. А одна из главных целей России – это срыв мобилизации. Вот так вот. ФК «Колос» принял решение уволить Данила Колесника. Потрясающе. Просто потрясающе. Комментарии под этим видео ошеломительны. Причем большинство понятно. Клоуны, парень все правильно сделал. Теперь не болею за «Колос». Подстелились под власть. Колесник класс, «Колос» минус. Хлопец вышел за людей против беззакония и крепостничества. Осуждаю ваш голимый клуб. Данилу уважение. Если вы действительно уберете, вы покажете, что поддерживаете избиение, убийство ТЦКунами украинцев. Комментарии как на подбор. Колесник красава, уважение тебе, поддержка Колеснику. Где вообще доказательства, что это был военный? Человек, который одевает военную форму, сразу становится военным или как? Все, футболист показал место зеленому ОПГ. Если правда, что уволили, тогда респект. Написал только один человек на аватарке с военной форме. Один. Понимаете? Этот комментарий, конечно, порвал сеть. Адвокат пишет. Исходя из ситуации футболиста ФК «Колос» и сотрудника ТЦК, футболист из-за непосыпанную дорогу чуть не упал, подскользнулся, махнул рукой, зацепил сотрудника ТЦК. Все просто и понятно. У сотрудников ТЦК таких случаев куча, и ничего, никто в тюрьме не садит. Напомню про ситуацию в Днепре, где сотрудники ТЦК увидели уже побитого мужчину и повезли на ВЛК спасать. Напомнили, конечно, вообще, кто такой этот Колесник. Он играл
Это вот спортивный журналист Роман Бебех напомнил. Значит, Данила Колесник — это нападающий Миная когда-то. Он тогда вступился за уборщицу в турецком отеле, который хамил россиянин. Футболист Шинника был в неспортивном состоянии, еще и обгадил туалет. После этого пришлось проводить очень некрасиво, в общем, некрасиво проявил себя к женщине, и Колесник, это он ровно 3 года назад вступился за женщину-уборщицу в турецком отеле. Вот 3 года ровно. И вот такая же, драка, только совершенно с другим подтекстом и смыслом. Тогда, давайте так, вспомним те события, тогда мнения действительно расходились с тем, что произошло. На самом деле, официально тогда, 14 февраля 23 года, Шинник заявил, что это украинец напал на российского футболиста Шинника, а потом, в общем, была перепалка. Тогда показывали, да, футболиста Семейкина, он комментировал этот эпизод. Я спал вообще, услышал просто, человек в коридоре кричит «Слава Украине!», я говорю «Нет, брат, слава России!», и все, и пошло. То есть слава Украине, слава России. Украинская сторона тогда, 3 года назад, говорила, что футбольный клуб Минай официально говорит о том, что вот, мол, смотрите, победили украинцы. То есть накостыляли российским футболистам, а те российские футболисты, там же прибежали игроки команды, начали разнимать, начали там своих успокаивать, россияне. А потом еще поссорились между собой, типа, ага, вот вы там заступаетесь или там разнимаете, это означает, что вы за украинцев, и давай с ними конфликтовать. В общем, вот такую историю рассказал тогда украинский клуб. Но сам факт вот этой взрывной мощи, тогда на 3 года младше был, понятное дело, и сам Колесник, и события того периода в Турции в отеле на сборах были тогда очень громкие, да, там ломали сайт Минаю, в общем, ужас, что было тогда. Но я к чему это говорю? К тому, что вот совсем не очевидно, да, там, кто прав, кто виноват. Вот тогда. И сейчас эту неочевидность пытаются привнести сюда. Более того, ТЦКшники издеваются над Колесником и приводят ему в пример кого? Гераскевича, о котором картины пишут со святым шлемом достоинства. Художник, там, который Майдан изобразил за $350, написал эту картину. Смотрите, как красиво. Смотрите, как прекрасно. А самый богатый человек Украины, ключевой олигарх, причем разместили платно по всем проукраинским группам эту новость. Уважение и гордость. Ахметов передал 10 миллионов олимпийцу Гераскевичу. Это около 200 тысяч евро, эквивалентно призовым за золотую медаль. Они пойдут на дальнейшую подготовку, обеспечение работы тренерского штаба. Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако Украину он возвращается настоящим победителем. Уважение и гордость, которую он заслужил своим поступком среди украинцев, высшая награда. Я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры, а также борьбы за правду, свободу, сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Отметил Ринат Ахметов. Ахметов в теме. Ахметов скинулся деньгами. Ахметов в этой абсолютно подставной игре, как утверждал Мосейчук сегодня в эфире раньше, да, в этой абсолютно срежиссированной Ермаком истории. И чего добились в конце концов? Пожалуйста. Российских спортсменов под флагом, внимания, России, и там еще и Беларуси, допустили в Паралимпийские игры в Милане, Кортине. Все.
Пожалуйста. И теперь, получается, эти 10 миллионов он дает не на спорт Кираскевичу, не на спорт, ни в коем случае. Он дает их на борьбу с флагом России и Беларуси и с Международным олимпийским комитетом. Потому что сказал Кираскевич? Я не остановлюсь, я буду продолжать бороться и ходить с этим шлемом среди паралимпийцев. Ну, людей с инвалидностью, да, которые занимаются спортом, несмотря на свои приобретенные или врожденные какие-то, ну, скажем так, особенности, они все равно превозмогают себя, и все равно они в дух олимпизма сеют. То есть Ахметов в теме, Ахметов в доле. А почему Ахметов, если так печется о том, чтобы украинским спортсменам было где тренироваться, ну вот, например, такого очень популярного вида спорта, как санный спорт, почему что он не отстроил им трассу? Це залишки санної траси в Кременці. Колись єдина траса в Україні. Саме тут мали тренуватись наші санкарі і скелетоністи. Сьогодні вона майже зруйнована. Дошки гниють, конструкція тримається на чесному слові. Я був тут восени, і це просто жахливий стан траси. То есть осенью, вот так выглядит это осенью. Никто там не тренируется. Вот, пожалуйста, вот эта деревянная история. Там проедешь занозы, насобираешь на 5-й точке и санках. Вся країна зараз підтримує нашого скелетоніста Влада Гераскевича, але ніхто не скаже, що він змушений тренуватись за кордоном. Ну как змушен? Вот видите, вот он змушенный. Он не может тренироваться на вот этом. Но ему же столько денег дали. И вы думаете, он что-то сказал, что он там кому-то что-то передаст, кому-то что-то отдаст, построит трассу, вложит? Нет, нет. Ни слова мы от него не слышали. Україна не зберегла навіть одної траси для санних видів спорту. І особливо смішно це виглядає, коли міністри і функціонери плачуть зараз, що все дуже погано, нас образили, але всі забувають про те, що цей вид спорту в Україні майже не підтримується. Підтримка – це не тільки лайки і слова у Фейсбуці. Підтримка – це інфраструктура для спорту, без якої не буде нових чемпіонів. Так и нет новых чемпионов. Провальная Олимпиада, без медалей, зимние виды спорта. Провальная Олимпиада и провальный пиар. А вот так этот вид спорта, вот так он выглядит изнутри, вот таким вот образом. Нет развития, никто не вкладывает деньги. Ну, Гераскевичу, смотрите, платим, конечно. Что? Это стал целый ритуал. И вот как можно сравнить? Напишите в комментариях, очень интересно ваше мнение. Вот этого футболиста, молодого, горячего, драчуна, который там за справедливость, который вот там 3 года назад там помахался с футболистами российскими, тогда еще на фоне вот этого всего, да, пожарища. Вот он, футболист, помахался с российскими спортсменами, ну, своими, да, как бы, своими же футболистами, да, своими же. А через 3 года он бьет в лицо ТЦКшника. Вот какой путь мы прошли за это время? Идеологический еще. Вот какой? Если раньше, да, вот не пускали под российским флагом, а сейчас выходят все больше и больше спортивных функционеров и говорят, так это все, это не помогло ничему. Это бессмысленно. Наоборот, надо, чтобы все выходили, и спорт все равно так или иначе объединял. Руки надо пожимать, это часть правил. Эти правила придуманы не просто так. Но вместо того, чтобы дать там секцию из детишек набрать, чтобы этим санным спортом занимались, да, или там трассу эту отстроить, не бог весь какие деньги. Мы платим тому 10 миллионов, тому там миллион собрали, там еще, это тебе. А он говорит, я буду продолжать бороться, ездить со шлемом по тусовкам, симпозиумам и делать скорбное лицо. Фотографироваться с Каспаровым, с Пинчуком. Все олигархи сразу смотрите, потому что это проект. Потому что это задача, центральный сигнал было это поддержать, чтобы прогремело на весь мир. И все помогли этому прогреметь на весь мир. Но среди нормальных людей Колесник с духом, с яйцами, он пострадал, незаконно пострадал. Он ничего не сделал такого, что, в общем, команда Колос его выгоняет. Он не нарушил никакие правила футбольного клуба. Он заступился за человека, которого спаковали, у которого 3 детей. Спаковали нагло, дерзко, как, в принципе, и действует ТЦК. Еще один яркий эпизод. Я, если честно, сначала думал,
давать его в шум, не давать, но, видимо, нужно. Потому что работают вот по всем сферам вот таким же макаром. По всем. Работают на то, чтобы абсолютно забить баки, запускают очень интересные вещи и отбивают веру и, конечно же, славят Зеленского. Я сначала не понял, откуда вдруг, да, на разных там офисных каналах появляется, внимание, без каких-то вообще объяснений, что это, некое обращение опровержения от журналистки, когда-то там телеканалов совершенно разных, не будем вспоминать каких. Последнее место работы, я так понимаю, телеканал «Рада», потом «Марафон», в общем, потом это все как бы ушло в блогерскую деятельность. Вот Татьяна Гончарова, она прям раскручивается, точнее не она сама, а тот посыл, который он несет. И международный, и такой очень інтригуючий. В своїх соціальних мережах і на YouTube-каналі я періодично піднімаю тему інформаційної гігієни. І нещодавно зачепила її в розмові з легендарним азовцем, його позивний Алий Максим Ємельяненко, і він сказав таку чудову фразу: «Нам дають інформацію, ми програли інформаційну війну». Він каже про більшість населення України, яке лайкає замовні публікації, проплачені Росією. Значит, смотрите, это преамбула. Значит, в преамбуле что? Она взяла интервью легендарного азовца. И вот он беседовал с этим азовцем, и тут говорит: мы проиграли информационную войну, потому что нам дают информацию, а мы проплаченные российские материалы лайкаем, мы ведемся, как бы употребляем эту информацию. Ну, то есть такая преамбула, понятно, да? Ну, то есть, никто другого ничего и ожидать нет. Так, а что ж там за такой материал отлайкали? Зараз інформаційна атака, даю вам свіжий приклад, здійснюється на невістку президента Азербайджана Ільхама Алієва. Невестка президента Азербайджана Ильхама Алиева подверглась атаке. Ви скажете, до чого тут Азербайджан, до наших українських реалій? А до того, що в Мюнхені буквально нещодавно наш президент тис руку президенту Азербайджану. Це політика, одна сторона. А друга сторона зараз виринають, коли зміцнюється дружба між Азербайджаном і Україною, статті на тему невістки Ільхама Алієва, дружини його сина Гейдара Алієва, який має чудову бізнес-освіту. І українки одні кажуть, яка це чудова історія, а інша частина просто лайкає ці замовні публікації. У мене виникає питання. Ви хіба реально не розумієте, що кожен ваш лайк такий проплачує Росія? То есть, смотрите, мы так вот дружим. Еще раз. Украина в десны с Азербайджаном. Они встречаются, там обсуждают вот это все, там нам помогают деньгами, помогают там, и мы тоже там вот мы дружим с Азербайджаном. А Россия проплатила какую-то чернуху на невестку Алиева. Представляете? Россия проплатила. Тобто, коли йдеться про такий союз Азербайджану і України, країни, яка надала нам допомоги більше, ніж на 40 мільйонів доларів, То есть 40 миллионов долларов – это союз. вам реально не хочеться перевірити факти, і звідки вони беруться. По-перше, прізвище дівоче Альони її прикрутили. Вона не Гончарова, Гончарова я, вона Гончар. І там купа речей, що її темне минуле. Їй темне не минуле, дівчина має чудову освіту, закінчила Одеський виш, має 2 дітей. І Росія при цьому, я вам скажу цю цифру, і ви будете далі думати, ставити лайк під замовними статтями. Смотрите, сейчас мы там, я все-таки введу вас в курс дела, что ж там это так, что это за антикриз, антикриз чего? Но там дальше она интересно говорит, что сейчас я вам скажу цифры, и вы никогда не будете заказным всяким там фейкам ставить лайки. А ну давай. Під якими ви не знаєте, звідки їхні ноги ростуть. Росія вкладає в інформаційну війну зараз за тиждень, увага, 213 мільйонів рублів. Це 213 миллионов рублей. майже 3 мільярди доларів. 3 миллиарда долларов. Я переслушал сам 3 раза. Війну зараз за тиждень, увага, 213 мільйонів рублів. 213 миллионов рублей. Це майже 3 мільярди доларів. 3 миллиарда долларов. Ну еще раз, мне тут нравится это. Статтями, під якими ви не знаєте, звідки їхні ноги ростуть. Росія вкладає в інформаційну війну зараз за тиждень, увага, 213 мільйонів рублів.
213 миллионов рублей Це майже 3 мільярди доларів. в неделю. Тобто Росія отакими фразочками, такими підковирками робить все задля того, щоб ви поставили лайк під статтею, яка очерняє жінку-українку. Ну ці ж лайки То есть очерняют женщину, украиночку, невестку Алиева. Еще и за такие деньги. А еще там, смотрите, все кричат, экономика России сейчас загнется. А курс какой приятный, слушайте. Да? Ну, это же просто потрясающе. Курс какой замечательный. Да, вот берем, пожалуйста, это же что, 213, да, вот, миллионов рублей мы делим на 3, ну, правильно же, да? Ну, как, это же 3 миллиарда долларов, да? 3 миллиарда долларов. Ну, отлично, да, 7 центов 1 рубль. Ну так, это же прекрасно. ставлять на дітки, яким по 3 роки, які не розуміють, що там написано. А якщо я вам додам ще цифру, що Росія на цей рік, на 26-й, витрати проти України збільшила на 54%. Слушайте, так это старые цифры были. И курс старый. А сейчас 3 миллиарда долларов в неделю. А сейчас еще плюс 50%. Наступного разу вам реально захочеться бути тими дурниками, які підігрівають війну проти своїх же українок. Шановні, проти нас зараз стоїть велика країна. Давайте кожну українку, кожну жінку підтримувати в її щасті, в її поступі. Підтримувати її, коли її намагаються облити брудом. І не лайкати ті пости і ті видання, які вам просто дали. Те, з чого я починала, як сказав азовець Алві. Просто дали вам цю інформацію, а ви її схавали. Да, вы схавали. Надо, не знаешь, как бы продвигать и упаковывать контент или то, о чем попросили сказать, то в начале и в конце азовца вспомни и говори о том, что легендарного азовца, и обязательно говори, что, в общем-то, украинку очернили, она же прекрасная, она же замечательная. В чем вообще вопрос, да? В чем дело? Ряд изданий, ну, они там совершенно разные, эти издания, не будем их публиковать, и там разные публикации вышли, прям материалы, статьи. Ну, в общем, тайный брак в клане президента Азербайджана. Зачем семье Алиева украинка с темным прошлым, Алена Гончарова-Алиева, но она гончар, как Алиева, то есть ошиблись, на фоне болезни наследника. Исключительно такая таблоидная история в стиле, там, не знаю, пусть говорят, НТВ и ТСН вражая, вот это вот все эти вещи. Значит, что публикуется, да? Ну, то есть то, что важно. Да, то есть статья, она примерно пересказана одинаково, у многих какие-то части есть, длиннющая. Была закрытая свадьба президента Алиева и уроженки Одессы Алены Гончар. С самого начала сопровождалась многочисленными слухами. Ну, то есть даже построено все так, что это, ну, давайте откровенно говорить, ну, это таблоидная желтушная история. Слухи. Несмотря на то, что с момента церемонии прошло время, новые детали этого всплывают только сейчас. Празднование состоялось в азербайджанского президента в Загульбе, в 40 километрах от Баку. Свадьбу провели в узком кругу, без публичности, фотографий, медийного ажиотажа. Позже вылилось одно фото, на которое молодожены стоят спиной к фотографу. В госсми события фактически проигнорировали. Официальное подтверждение прозвучало только от матери жениха, первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Она кратко сообщила о женитьбе сына. После этого начали появляться противоречивые сообщения о неофициальных источниках. Утверждалось, что празднование проходило в ресторане, там 60 гостей было. Многие журналисты назвали эту информацию отвлекающей. В Баку самого Гейдара Алиева, сына Алиева, неофициально называют принцем. Вокруг его брака возникла волна новых слухов. Сообщается, что жена старше его на 7 лет, имеет 2 детей от предыдущего брака, род
родом она из Одессы, еврейские корни, в молодости подрабатывала в эскорте, где познакомилась со своим первым мужем. Отдельный пласт слухов касался самого сына Алиева. По его утверждениям, у него есть проблемы со здоровьем, разные, там, да, аутизм, синдром Аспергера называют. В общем, он долго лечился в Израиле, США и Турции. Официальная информация это не подтверждалась. Ну, то есть, смотрите, все максимально корректно, как то, что корректно, но это слухи, вот так и говорят. Причем вот эта вот фотография слева, которая это вообще свежая, с Мюнхена. Алена, она сравнительно невысокого роста, одета роскошно, скорее всего, не раз прибегала к услугам пластического хирурга. Азербайджанские оппозиционные журналисты Мехман Гусейнов и другие выяснили, что она по происхождению из Одессы, другой брак, в молодости подрабатывала в эскорте, там встретил отца, я так понимаю, этих детей. В общем, так это на самом деле никто не утверждает, но, в общем, предлагают читателям посудить самим. Интересно, что из подробностей, опять-таки, подробностей, домыслов, вот эта украинка, она старается активно найти с матерью и вице-президентом Азербайджана Мехрибан общий язык, подражает в жестах, внешности. Многие говорят из окружения, что перед нами молодая Мехрибан. Алена называет Азербайджан своей новой родиной, активно осваивает язык, пока общается с мужем и семьей на английском и русском. В декабре 2025 года стала автором-руководителем программы там «Азербайджанский язык» и помогает изучать иностранцам этот язык. Ну, собственно, чем сама занимается, тем и помогает. Ну и там, что еще очень интересно об этой украинке, которая там при дворе Алиева. Официальное прошлое Алены до 22 года скрыто густой пеленой тайны. Вероятно, этого есть объективные причины. Интересно, что в случае прихода Гейдара Алиева-младшего к власти в Азербайджане украинка будет первой леди. Ну, там «Страна огней» называют. «Страна огней», Азербайджан. А если еще и займет должность вице-премьера государства, как нынешняя первая леди Мехрибан, то вполне может однажды претендовать на то, чтобы руководить Азербайджаном. Ну, то есть вот такая абсолютная история вызвала, абсолютно таблоидная история. То есть, это же там это все, что рассказывать о том, что и то там, понимаете, тут что правда, что нет. Чем опровергла, только фамилией, о том, что неправильно написали фамилию, Гончар, а там Гончарова. Чем Гончарова опровергла это? Что высшее образование имеет? А что у нас, эскортницы не имеют высшего образования? То есть нет подтверждений. Она там честное, там, высшее учебное заведение закончила, 2 детей родила. Всяко бывает. То есть никто не разобравшись, вопрос только в том, нужно вспомнить азовца, вспомнить Зеленского и сказать, что это Россия 3 миллиарда долларов в неделю выделяет для того, чтобы очернить. Это Россия придумала. Россия написала, что есть какая-то там эскортница из Украины, которая сейчас теперь в семье у Алиева. А зачем это России? Что, проссорить, наверное, Зеленского и Алиева? Короче, абсолютный бред. Просто кому-то не понравилось, или кто-то хотел выслужиться, записывая эти ролики, опровержения, призывая украинок радоваться за украинок. Что у этих украинок есть новая родина, что они теперь при дворе, что они теперь выходят замуж, да еще и во второй раз, но выходят замуж за принца настоящего страны огней. В общем, вот это скармливает украинцам. Вот эти шлемы, эти браки, вот это все, понимаете? Потому что держат за идиотов. Но в завершение я бы хотел сказать об украинцах хорошо. Они не идиоты. Вообще не идиоты. Они все видят и понимают. И как пытается
Всю жизнь она пыталась отмазаться, что она там не работала в никаких каналах Мураева, Медведчука. Это клеймо, и она всю жизнь старалась быть хорошей для вот этих. И вот сейчас она старается быть хорошим для Зеленского. У того же с Алиевым какие-то отношения. А вот тут смотрите, как вот она вышла. Галочку поставьте, бонус поставьте. Понимаете? Вот такие украинцы, но они это все видят. Они это все видят. И могут что-то сказать. Да, не могут с власти, не могут политикам. А звездам, например, могут. А ви вже бачили анонс концерту 24 лютого в Києві в Палаці спорту? Буде шикарний захід, концерт, присвячений, знаєте чому? Повномасштабному вторгненню. Концерт, посвященный началу полномасштабного вторжения. Відзначають 4-ту річницю повномасштабного вторгнення. Ну чим не свято? Ну що не відзначити? Сука, я не можу. Альона там співати буде, потім Злата Огнєвіч, хто ще, Жадани Собаки. От. Але вони, коли побачили хвилю хейту і обурення від людей, вони сказали, ні, ми брати участь в цьому не будемо, ми не знали про формат, про чому присвячений концерт, ми відмовляємось. Тобто вони отак от відмовляють. Альона сказала, ну а чому ні? Так, а чё не? Алена сказала, чё не, давайте. Концерт. Начало войны. Потужно. Ну а що, тільки плакати в цей день? Тільки плакати? А, і ще організатори прикриваються тим, що це буде як подяка нашим захисникам. Спасибо защитникам, что началась война. Спасибо защитникам, что война началась. Подяка захисникам. Я вахую. Втріхує. Ось таке свято буде. Хто піде? Хто квитки вже купив? Чи збирається, може, купити? А чого ні? Шикарне мероприятие. Я думаю, треба взяти участь. Конечно. Всем надо принять участие. Всем. Без исключения. Ай. Вот такой шум у нас сегодня. Напишите, что думаете в комментариях. Очень интересно ваше мнение об этом ужасе, который происходит. Ну, уж если так немножко добавили шоу-бизнеса, там срывают концерт Мэловина, который расстался со своим бойфрендом из медсанчасти. На Майдане Независимости он получил предложение, да, Майдан, цветы, гей-пара, а на День влюбленных сказал, нет, все, мы расстаемся. Тоже информационная кампания, тоже продвигают, тоже пиарщики вот эти, понимаете? А честного так мало становится, честного. Но люди честное видят. Люди вот все-таки видят. Они чувствуют эту правду. Даже если их иногда обманывают, и не знают. Спасибо, Анна Салам, за поддержку. Спасибо большое за то, что пишете. Спасибо за то, что становитесь спонсорами. Это прекрасно. И благодарю вас за то, что голосуете в вопросе. Сколько продлятся боевые действия? Так, 12% месяц-другой, 22% до осени, 32% год и 35% до конца каденции Трампа. Я очень хочу, чтобы вы ошиблись, но я, видите, в тотальном меньшинстве. И мне кажется, у меня есть все основания в нем пребывать. Критикуйте меня на здоровье в комментариях, но мне кажется, это все к этому идет. Ну вот представьте еще год такой пропаганды. До каденции Трампа. Что останется от этих украинцев с головой? С вообще менталкой, с культурой, с языком, с шоу-бизнесом, с журналистами, с публикациями. Это какой-то просто дичайшая дичь. Это все... понимаете, это все надо просто брать и останавливать. А тех, кто как бы не хочет это делать, да, надо, я не знаю, надо сводить на концерт 24 числа в честь дня начала войны. Концерт. Праздник. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Сегодня рубрика «Колобок. Куда мы катимся?» Она у нас вот такая. Значит, приходят ваши сообщения. Спасибо большое. Так, значит, давайте в этой рубрике... Интервью в этой рубрике...
Так, смотрите, Александр, пишу вам во время эфира, меня забанили ваши больные прорусские модеры за слово «русня». Я вцепился из-за того, что в чате летит свинарник, свиньи тупые, окраинцы, прошу разбана, это несерьезно, только украинец может назвать. Смотрите, я так понимаю, идет чат в Ютубе, потому что в Телеграме чата нет, да? Может, верну когда-нибудь, ну, там надо живых модераторов сказать. Здесь нет живых модераторов. Нет никого. Ну, то есть это YouTube ищет язык вражды. Вас никто не банил, вас никто не может разбанить. Ну, то есть вы не в бане. Поэтому спасибо большое за то, что написали. То есть вы не забанены мной. Модераторов нет прорусских, не проукраинских, никаких. Это YouTube прорусский вас забанил. И так действительно и есть. Люди пишут комментарии, потом я захожу, вижу... Ну, то есть я не смотрю в предложенные, они потом пропадают из предложенных. Я захожу, вижу, люди пишут, а где мой комментарий? Шелест почему-то удалил. Полностью система регулирует, вот эта модерация системы YouTube регулирует никакого вмешательства ни моего, ни чего-либо. Ну, кроме таких случаев, когда в чате там реально летит вот этот поток однотипных сообщений, и люди сами уже просто в чате удали, а я вдруг это увидел во время трансляции. Поэтому это очень важное замечание. Так, значит, так. Наталья. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Наталья, я из Запорожья. Несмотря на сложную военную ситуацию, сознательно остаюсь в городе. Считаю необходимо зафиксировать... Это рубрика «Колобок. Куда мы катимся?». Считаю необходимым зафиксировать. За последние годы украинские власти и часть общества демонстрируют системное давление на людей, которые мыслят иначе. После пережитого от граждан фактически требуют сделать вид, что ничего не происходило, а попытки говорить публично встречают сопротивление и дискредитацию. Мой отец говорил, лучший способ защиты — нападения. Я выбираю такой путь защиты через слово действие, что у меня действительно получается, однако именно за сегодня вызывают попытки заставить меня замолчать. В прошлом году мне пришлось терпеть многочисленное проявление несправедливости, молчать о стабилизации ситуации. В этом году я заговорила, информация накопилась и начала публиковать ее порционно. Многим блогерам это не понравилось. Я не преследовала цели получения дивидендов, просто устала жить с заткнутым ртом. У меня 2 высших образования, второе получено в магистратуре Запорожского политеха по специальности системный анализ, профиль банковского дела. Вместо работы по полученной магистратуре специальности в 2025 году мне начали активно предлагать различные виды государственной службы. Отдельно считаю важным зафиксировать эпизод с вызовом полиции в апреле прошлого года. Речь шла о ситуации, когда длительное время ожидала в очереди, в то время как других людей систематически пропускали без очереди. После моего устного замечания конфликт, полицию, правонарушение, административка, начавшись Значит, почти год нахожусь в поиске работы через Центр занятости Запорожья. Участвовала в семинаре оборонного предприятия. В ходе обсуждения пришлось публично напомнить, что я не для того училась в магистратуре. Получила ваучер, чтобы соглашаться на рабочее место. Помимо профессиональной сферы приходилось сталкиваться с неадекватными проявлениями в быту. Сегодня меня уже интересует поиск работы любой ценой. Более года я живу без работы. Не могу сказать, что живу роскошно. Но с голода не умираю. Меня интересует восстановление истинной справедливости. Попытки предоставить происходящее как норму лишь усиливают мое намерение говорить. С уважением, Наталья. Ну, спасибо, что вы говорились. Напишите в комментариях, что вы поняли из этого. Конечно, длиннее гораздо. Значит, ну, тут как бы агрессивное унизительное поведение в быту. В парикмахерской мастер намеренно причинял физическую боль при оказании услуги. Подобное действие — это бытовое давление, демонстрация безнаказанности. В парке металлургов накануне Нового года работник публично демонстративно пытался спровоцировать конфликт. Ой, Наталья, успехов вам. Время тяжелое, я понимаю, что все на взводе. Надо держаться. Вы знаете, я не собираюсь молчать, это, конечно, очень звучит героически, но у героя задача умереть. И где надо, все-таки смолчите. И понятно, что принципиально не уезжать. Я бы вам посоветовал принципиально уезжать, когда фронт приближается к Запорожью. Да? Или, например, там усиливаются обстрелы, и жизнь становится невозможной.
Выберите принципиальным, чтобы вам было хорошо, а не кто-то что-то узнал, какую-то правду. Потому что из того, что я прочел, я вижу, что вам очень тяжело. Спасибо вам большое, что смотрите и пишите в колобок, куда мы катимся. Еще один колобок. Здравствуйте, я родом с Западной Украины. В 10-х годах один мой друг искал работу и нашел во Львовской области. По-моему, недалеко от города Драгобыч. В чем заключалась работа? Закрытая частная территория с вооруженными охранниками, бараками, в которыми жили десяток, может больше человек. Днем они отдыхали, спали, работали ночью. Эти вооруженные люди брали вечером несколько человек, закидывали в бус и уезжали. Украинцы – находчивый народ. Они врезались в трубу, по которой качалась нефть, и выкачивали столько, сколько успевали за ночь. То, что их крышевала власть, скорее всего, СБУ, понятно. Вопрос. Получается, что так называемый правый сектор, вот эти все в вышиванках, прославляющие Бандеру, УПА, обычные воры и убийцы, а не патриоты, которых из себя корчат. Всем добра. Получается, слушайте. Отличная история. Спасибо большое за эту историю с 10-х годов. А представьте, что сейчас. Тогда хоть какие-то были варианты правила какого-то там, права, что-то куда-то, где-то. А представьте, какой беспредел сейчас. И где вот эти пропавшие без вести украинские солдаты? Может, дачу кто-то кому-то строит в каком-нибудь прекрасном малявнычем уголке Украины? Так, держитесь, Наталья, да, всем большое спасибо. Бедные, одинокие, незащищенные, да. Тяжело всем. Саша, есть вопрос. Чем хуже украинцам жить в России, тем более на своей земле, не только под флагом России? Смотрите, вопрос же как это? Провокационный, все на него не хотят отвечать. Есть исключительно с точки зрения исследователя, да, например, территории, которые меняли там несколько раз свой флаг. Да, был советский, стал украинский, потом типа республика, да, непризнанная, потом вот сейчас российский. Может, еще поменяются флаги. Никто не знает, понимаете? Точно так же, как и Украина. Ходили под флагом Европейского Союза, все дружно, майданили. Потом сейчас там порвались на британский флаг. И хочется уже упасть на матрас цвета матрасного флага, понимаете? Не важен флаг. И не, понимаете, в чем дело? Не важно, что хотят украинцы, хотят или не хотят. Априори, да, люди, которые там, или там народ, страна, да, там, которые ракеты откуда летят по конкретно тебе, да, ты туда не можешь, ну, ты туда не хочешь. Украинцы, которые сейчас реально страдают, да, они хотят в Россию домой, потому что так получилось, что их дом остался в России. Это все на очень банальном и четком уровне. Говорите, почему не хотят в Россию? Да потому что Россия только что ракетами стреляла и, в общем-то, в плен брала, обменивала, трупы возвращала. Россия, понимаете? Нельзя говорить, что Россия прям ничего не делает. Ну, это же неправда. Понимаете? Это очень важный элемент. Вот вы спрашиваете про народ, а народ, он же видит все. Он видит вот этих прогнивших зеленых. Он видит и как пытаются там выкручивать, юлить, отвечать на провокации в той же самой России. Как вот с этим запретом Telegram. Сегодня шок, сенсация. База написала, источники в РКН сказали, 1 апреля не будет Телеграма. И все такие, не будет Телеграма. Смотрите, принципы-то одни и те же. Ну вот как это все работает. Потом дальше нашлись уже какие-то плюс-минус проснулись, да, там, или там отработали до обеда, увидели это, как-то связались, начали комментировать, разные депутаты, политики сказали, ребята, не-не-не, Телеграм будет. Просто Дуров и Телеграм пошел как бы на контакт по поводу отбитых экстремистов, мошенников и отъявленного такого ужасного контента, что по правилам Телеграма нельзя ставить, но группы как бы за счет этой анонимности они есть, и будет удалять больше групп. И вот в январе много удалили и так далее, и типа это продолжится, и до 1 числа подчистят то, что не устраивает российское законодательство,
не потому, что это российское законодательство, а потому, что это законодательство. И оно в любой стране не устраивает, когда у тебя там разгул всякого трафика непонятных веществ, всяких там вещей связанных, ну, типа острова Эпштейна, понимаете, и так далее. То есть, но накал-то какой, а потом раз, и все, и выдохли. Точно так же и здесь же действует. Накал, выдохнули, накал, выдохнули. Примирение будет тяжелым. И к этому надо готовиться. Но чем будет плавнее выход из войны, и вот эти окно возможностей февраля, и вот этот, да, вот час, вот этот, чем плавнее это все будет, и пускай там под временным правительством, внешним управлением, это, кстати, очень хороший способ помириться. Очень хороший способ. Потому что к внешним ты претензий иметь не можешь, они же нас спасают. То есть, да, они все будут делать честно. Вскроется правда о прошлой, не временной, но пересидевшей власти. Это все сопоставится с разными фактами, откроется информационная блокада и заточение, и тогда будет легче примириться. Когда ты больше знаешь, тебе легче сделать правильный вывод. Это обычная логика. А вы спрашиваете, почему не хотят? Да вот а как? Вот поэтому. Потому что война идет. Вот когда не будет войны, вот тогда задавайте, пожалуйста, этот вопрос. Об этих украинцах, которые без света, без воды, без тепла, под ударами ПВО, которое летит, но виновата тоже ж Россия, там также объясняют, да? Это же сбивали ПВО, если бы не летело ничего, не сбивали ПВО. То есть, понимаете, это шахеды, дроны или дроны, которые подбитые падают не туда, куда они летели, не в поле чистое, а падают тебе на голову. Вот кто виноват? Россия? Конечно, Россия, говорит Украина. А что делать? Это ж власть украинца, вот она такая. Да, плохая. Поэтому примирение будет тяжелым, но нормально его можно начать после войны. Ну вот, плюс-минус разговаривая, открывая вот эти шоры, убийственные шоры. И тогда, возможно, что-то будет. Не будет прям дружбы в десна, но будет, ну, как нормальная жизнь. Нормальная, адекватная, потому что у россиян тоже много обид на украинцев. Украинцы тоже, извините, не сидят и не отмахиваются ракетками от мух или газетой от мух. Они тоже убивают. И украинцы убивают русских, и русские убивают украинцев. Поэтому как бы это все очень тяжело. И долго будет. Поэтому надо заканчивать сейчас. Так. Никакого примирения. Ну, понятно, да, смотрите. Все будет. И примирение, и все обязательно свершится и случится. Но главное сохранять веру. Всем добра.